Всем привет, вы на канале В Хоккее. Сейчас мы посмотрим решающий матч второго круга чемпионата мира 1974 года СССР Чехословакия. В первом круге чехи разгромили советскую сборную 7-2, и команды подошли с одинаковым количеством очков к данной встрече, но из-за личной игры чехи стояли выше, и им хватало ничьей. Нашей же команде нужна была только победа, плюс должок за первый круг. Подпишись, если нравится тот замечательный хоккей. У нас в воротах Третьяк, у чехов Холичек, и наши очень агрессивно начали эту встречу. С первых же секунд запирали чехов в их зоне, но на второй минуте Цыганков очень грубо въехал в голову лучшему на тот момент бомбардиру чемпионата Владимиру Мартиницу. Цыганков se diví, já jsem nic neprovedl, já jsem jenom dohrál soupeře, ale... Очень нехороший момент. Зачем это делал Цыганков, вообще непонятно. Мартинец поднялся и уехал со льда только с помощью партнеров. Цыганков в итоге получил 5 минут. Кстати, судил игру Компола, тот самый, на которого замахивался клюшкой Паризе в 8-й игре Суперсерии 72. Наши будут в меньшинстве 5 минут. Вот это начало решающей игры. Естественно, чехи постоянно атакуют. Поспешил, переводит на Недоманского. Бросок, Третьяк отбивает в сторону. Иржи Холик в касание добивает. Jiří Holík a je to 1-0. 1-0. Чехам потребовалось 1,5 минуты, чтобы реализовать численное преимущество. Иржи Холик просто насквозь прошил Третьяка, хотя угол был острый. Васильев накрыть не успел. И еще 3:30 наши будут играть 4-5. Но наши выстояли и начали атаковать. В этой игре почему-то Петров был 10-м нападающим. С Михайловым и Харламовым играл в центре Мальцев. Харламов разворачивается в центре. Пас на ход Мальцеву. Обманный маневр. Бросок. Vede Michailov a Holeček má starosti. Эберман перехватил шайбу в своей зоне. Летит вперед. Какая скорость и мощнейший бросок. Plzeňský Express. Bohuslav Eberman vypálil a Treťák zasahuje. Игра под контролем чехов. Еще одна контратака. Фарда бежит вперед. Бросок из-под защитника. Fardova střela Treťák. Владислав Третьяк. Через неделю ему будет 22. Наши в каком-то нокдауне. Цыганков ошибается на чужой синий. И Недоманский. Еще контратака. Бросок мощный. Mistrovský turnaj Nedomanského střela a Treťák zasahuje. А у Махача день рождения сегодня, и он вот так встречает жестко Якушева. Наши в большинстве. Петров выходит с Харламовым и Михайловым, но на вбрасывании Харламов. Видимо, у Петрова повреждение. Васильев отдает Петрову обратный пас. Бросок Харламов! Obrovská šance Charlamova a výtečný obranný zákrok. Наши приходят в себя. Третье сочетание из чемпионских крыльев. Капустин, Репнев, Анисин. Капустин подбирает шайбу в углу. Передача, Репнев бросает. Repněv okamžitě vypálil a Holeček měl i trochu štěstí, ale pohotovým zákrokem. Игра 4-4. Места на льду много. Мальцев сначала за воротами накручивает Нойбауэра, и Сухий, кажется, фалит. Spoustu starostí Malcev ukazuje, jak skvěle technicky připraveným hráčem byl. А затем нафинчивает Сухий и бросок с неудобной. Kušev se mu staví do pozice a výtečný Holečkův zákrok. Лебедев играет с Шадриным и Якушевым. Вбрасывание у чехов. Шадрин выигрывает, и Лебедев не готов. 10 utkání v 16 dnech. И Цыганков опять привозит на чужой синий. И опять Недоманский улетает, просто накручивает Ляпкина и бросает. Včas a má šanci, dostal se až před Treťáka. Nádherná akce Václava Nedomanského. Цыганков, скажем прямо, проваливает первый период. Но каков Недоманский? Ляпкин неожиданно падает и ошибается в своей зоне. Глинка забирает шайбу, и бросок резкий. Problémy a šance pro Hlinku, Treťák vyráží jeho střelu. На последней минуте первого периода Мальцев и Кужела повздорили у борта, и Мальцев после этого резко толкнул Кужелу, а говорят, Мальцев мягкотелый. Им дали обоюдное. Z toho opět debata mezi Milanem Kuželou a Josefem Kompalou, který si ještě teď s Malcevem vyříkává ten poslední souboj a na trestnou lavici nakonec půjdou oba. Kompala neměl tyhle strkanice rád a vylučoval velmi rychle, nenechal hráče, aby si sami vyřizovali své účty, a tak půjdou na trestnou lavici Aleksandr Malcev i Milan Kužela.
В начале второго периода произошел редкий по тем временам эпизод, хотя раньше ограждений было меньше, и они могли происходить наоборот чаще. Богуслав Щасный помог покинуть площадку Шадрину нестандартно. S tím ale zatím zůstávají spát. A teď Bohuslav Šťastný uklidil Šadrina. Ляпкин подхватил шайбу на чужой синий, обыгрывает Сухи, бросок, Кужела бросился! Obešel soupeře a nakonec netrefil Holečkovu bránu. Вновь Недоманский получает шайбу, уходит от Гусева, бросок! Postup Vladimíra Martince, Nedomanského střela a Treťák. Нашим нужно забивать. Шайба в зоне чехов. Сухи ошибается. Супер момент у Капустина, но сам же Сухи исправил. Ale má problémy s tím vyhozením a Kapustin měl šanci, jenomže ji prováhal. Еще одна затяжная атака наших. Васильев дважды атакует и мощнейший бросок от синей. A ještě jednou poletí kotouč před Holečka a ten je pozorný. Наши наращивают преимущество. Сначала Якушев обыграл Фарду перед своими воротами. Získal velkou slávu, ale myslím, že v té době byli i lepší golmani. Затем Шадрин вошел в зону, Лебедев, пас на пятак и Якушев в упор. Jaran Hegosta, Hardy Ostrem. Teď ale šance soupeře Jakušev a znovu výtečně Holeček v souboji se Šadrinem obstál, ještě mu pomáhá Kužela, ale akce ještě pokračuje. Jakušev v kleče teď bojuje s Bohuslavem Šťastným. Атака продолжилась, и Ляпкин вновь на замахе убирает бросок. Шадрин добивает в падении. A opět obětavý zákrok Kužely, Holeček. Teď měl i trochu štěstí při té dorážce z bezprostřední blízkosti. Настоящий штурм ворот. Ляпкин, перевод, Лебедев тянет паузу, уложил всех на свете. Stále je puk před Holečkovou bránou. Каким-то чудом здесь счет не сравнялся. Цыганков начинает атаку. Шадрин два раза подряд обыгрался с Ляпкиным, и еще бросок Ляпкина. Ляпкин, Holeček vyráží jeho střelu. Именинника Махача завалили за воротами. Харламов отдает назад Васильеву. Тот с неудобной в касание на пятак. Михайлов, Мальцев, Михайлов! Udržel útočné pásma, teď pozor, Michailov a puk je v bráně. Holeček ale ukazuje, že Michailov ho kopl bruslí. Шайба заходит в ворота, гол назревал, и как гениально сыграл Мальцев, отдал, но на повторе видно, что Михайлов забил коньком, причем шайба не то что попала в конек, а Михайлов даже сделал движение правой ногой в сторону ворот. Такое даже сейчас не засчитывают, хотя правила сейчас намного лояльнее. Насколько мне известно, раньше любой гол от конька не засчитывали, а ведь клюшкой Михайлов здесь точно шайбу не трогал. Холичек тоже показывал, что нельзя засчитывать, но судья, тот самый Компола, засчитал этот гол. 1-1. Видеоповторов тогда не было. Честно говоря, не знаю, засчитали ли бы сейчас этот гол или нет. Тоже на усмотрение судей. А как вы считаете, можно ли было засчитывать этот гол, или наши все равно бы дожали? И чехи так после этого расстроились, что Бубла поехал в центре раскалывать Лебедева и задел своего. Шайбу подхватил Якушев, прошел и мощно бросил. Jeho střela a sovětský tým vede 2-1. 2-1. Прошла всего минута после гола Михайлова. Холичек даже не дернулся. Видимо, ждал броска в дальний, но Якушев прошил сильно в ближний. Видно, что Чехословакия подавлена. Тут же очень вовремя для чехов удаление у наших. Можно поатаковать. Лученко ошибается и Недоманский бросает. Tím se ale nepodařilo vyhodit Nedomanského rána a teď už Treťák musel zasahovat. Jiří Holík, teď je dva sovětští hráči. Атака продолжилась, и Махач делает великолепный пас на дубль Иржихолику. Бросок в касание. Proti Machačovi šance pro Holíka a teď byl Treťák. Но что вытворяет Третьяк, поэтому он великий. Кто знает, может это ключевой момент игры и всего чемпионата. Забей тут чехи, психологическое преимущество опять бы перешло к ним. Такие моменты мало кто помнит. Но вместо этого наши идут вперед на последней минуте. Харламов бросает с неудобной из-под Сухи. Холичек отбивает, и Харламов гениальный пас из-за ворот. Мальцев! Харламов на Malceva a ten dává gól na 3-1. 3-1. Не забиваете вы, забьет вам Мальцев. Еще и в раздевалку. Но каков Харламов? Какой пас с разворота? И ведь он принял это решение заранее. Знал, что его друг Мальцев будет там. Как будто глаза на затылке. И Мальцев в касание забил. Хотя там было 3 чешских игрока плюс Холичек. Вот вам и заменил Петрова. Гениальный пас Михайлову плюс гол. Такие ситуации прибивают соперника.
В начале третьего периода у чехов появился шанс. Удалили Харламова. Чехов устраивает и ничья. Васильев очень неудачно выбрасывает. Бубла перехватывает рукой. Супер момент. Лутченко! И Мальцев в меньшинстве. Забег, как обыграл Кужелу. Бросок и добивает! Чехи в атаке. Васильев отбирает. Харламов выходит с удаленных. Мальцев вновь финтит на скорости. Михайлов борется и в итоге добирается до шайбы на пятак. И Мальцев заканчивает все. Какой матч выдает Мальцев? О Петрове никто и не вспоминает. У наших пересменка, и если присмотреться, то будет 6 человек на льду, 4 справа на экране и 2 появятся снизу. Смотрим. Васильев последним пошел в обводку, потерял, всех обрезал и забег Эбермана. Какой шанс 1 на 1? Без Третьяка я не знаю, что бы мы делали. Петров вышел с Шадриным и Якушевым на край. Ляпкин бросает от синей, Петров подставляет. Ух! Холичек оставляет шайбу за ворота и очень неаккуратно сыграл Репнев. Команды поменялись воротами. Чехи, видно, подавлены, не смогли собраться на третий период, а ведь им нужно забивать минимум 2. Игра полностью под нашим контролем, но Мартинец вернулся в игру. Отличная комбинация, и как гром среди ясного неба. Великолепный пас на Богуслава Частный. Копия супер спасения Третьяка во втором периоде от Иржи Холика. Что бы мы делали без Владислава Саныча? Третий период настолько скупой на события, как будто команды доигрывают ничего не значащий товарищеский матч. Понятно, наших устраивает счет, но неужели чехи так подавлены ситуацией во втором периоде? Огня в глазах нет совершенно, а Харламов проходит сам по краю, отдает на пятак, и Михайлов момент! Чехам постоянно даются шансы, большинство в третьем периоде есть только у них, но вместо голов они привозят еще один себе выход Мальцева. Далее Михайлов не перехватил шайбу на синий, и вновь Мартинец создает момент для Фарды. Продолжается большинство чехов. Недоманский получает шайбу. Пас. Глинка в упор. Советская команда уверенно довела дело до очень нужной победы в ключевом матче. Хотя еще оставался один тур на чемпионате, никто не сомневался в нашей победе. А как вы считаете, правда ли первая шайба нашей сборной была ключевым моментом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал для новых обзоров. До свидания.